Глава 136. К удивлению принца, в сети духовного общения совершенно никто его не слышал. Кажется, случилось что-то серьезное, небесные чиновники не могли перекричать друг друга. До селяня донесся крик Фэн Синя: «Ваше Высочество!» «Что ты сказал?» «Тут творится полный бардак», — селянь повысил голос. «Фэн Синь. Я хочу сказать, что Лин Вэнь и есть та, кто изготовил божество парчевых одежд, а она надела его и сбежала. Берегитесь ее, что?» Это правда, селянь хотел объяснить подробнее, но шум в голове внезапно оборвался, и принц ничего больше не услышал. Не понимая, что произошло, он позвал: «Господа!» «Кто-нибудь слышит?» — принц прокричал еще несколько раз, но не дождался ответа. Хуачен объяснил ему: «Не поможет». Сеть духовного общения верхних небес была установлена Лин Вэнь. И только что она наверняка ее разрушила, придется создавать заново. Но что же теперь делать? Ранее селянь связывался с чертогами верхних небес либо посредством сети духовного общения, либо через Лин Вэнь, лишь изредка, с помощью повелителя ветров. Пароля остальных небесных чиновников принц не знал. Теперь ни на Лин Вэнь, ни на повелителя ветров надежды не было, сеть рухнула. Как же быть? Хуачен, разгадав его беспокойство, произнес: «Не стоит волноваться, ГГ, ты ведь уже сообщил самую важную информацию. Не все чиновники верхних небес, никчемные дармоеды, да и Цзюнь-У сейчас в столице. Главное, что ты их оповестил». Селянь тоже так подумал, поэтому кивнул. Они бешеным вихрем промчались через несколько холмов, оставив толпу заклинателей позади, но догнать Цюань и Чжэня и божество парчевых одежд никак не получалось. Хуачен добавил: если ГГ желает до конца разобраться в деле божества парчевых одежд, нужно поскорее его схватить. Но селянь покачал головой: так было раньше. Но сейчас Ци и отправился в погоню за Лин Вэнь, а у нас, разумеется, есть дело поважнее. Сань Лан. Он пристально посмотрел на Хуачена на своих руках. «Твой облик, кажется, опять переменился». Когда Хуачен принял вид Лан Ина, юноши лет 16, селяню было неудобно поднимать его на руки. Да и смотрелось бы это не слишком хорошо. Теперь же тело Хуачена вновь ощутимо уменьшилось, он выглядел самое большее лет на 12, и селянь легко держал его одной рукой, усадив поудобнее. Однако детский возраст детским возрастом, но аура всепоглощающего спокойствия от Хуачена никуда не делась. «Не страшно. ГГ, беспокоиться нет нужды. День открытия горы приближается, эти изменения — лишь временная мера, не более. Пройдет немного времени, и я вернусь в прежнем обличии». Говоря это, он снимал бинты. Принцу открылось белоснежное лицо и пара бездонных черных глаз, глядящих на селяня. В этом облике все еще угадывался смутный образ прекрасного юноши. Даже на детском лице выражение по-прежнему оставалось невозмутимым. Селянь неотрывно смотрел на него, будто завороженный, не говоря ни слова. Хуачен чуть нахмурился. «Ваше Высочество!» Ты, селянь, вдруг протянул руку и мягко ущипнул его за щечку. Хуачен не был к такому готов, и когда принц коснулся его лица, округлил глаза, ГГ, селянь рассмеялся. «Ха-х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 а. Прости, Сань Лан, ты слишком милый, я просто не смог удержаться, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Принц продолжал мягко трепать Хуачена за щечку, в его голосе прибавилось нежности. «И что же, Сань Лан, ты и дальше будешь уменьшаться? Превратишься ли в 5-летнего малыша? А может, даже в младенца?» Хуачен расслышал в его словах радостное ожидание, но с сожалением произнес: «Боюсь, придется разочаровать тебя, ГГ». Селянь убрал руку и, широко улыбаясь, сказал: «Вовсе нет. Сань Лан никогда меня не разочарует. Я правда очень рад, что получил возможность тебя защищать». Хуачен, однако, тихо ответил: «Я этому не рад». Почему? Голос Хуачена похолодел. «Я ненавижу, когда все так складывается». Селянь в самом деле услышал в его словах злость и невольно замер. Хуачен уронил голову на грудь. «Я не хочу, чтобы ты видел меня в столь бесполезном состоянии, и тем более не желаю, чтобы тебе приходилось защищать меня.
Возможно, по причине перемены возраста эмоциональное состояние Хуачена тоже подверглось изменениям. Селянь ощутил легкую дрожь в сердце и поскорее прижал Хуачена к груди, затем легонько похлопал по спине и, улыбаясь, сказал: «Если так рассуждать, ты ведь множество раз видел меня в совершенно потерянном состоянии, и что же, мне теперь не жить? Вдобавок, сейчас ты вовсе не по-настоящему бесполезен, лишь временно бережешь силы, только и всего». Хуачен, зарывшись лицом в плечо принца, негромко ответил: «Это другое. Ваше Высочество, я непременно должен быть самым сильным. Я должен стать сильнее всех на свете, только так. Я смогу». Сейчас его голос, хоть и принадлежал ребенку, все же звучал с малой таликой усталости. Селянь ответил: «Ты и так уже самый сильный. Впрочем, тебе не нужно каждую секунду таковым оставаться. Считай, что ты просто сделал мне одолжение, позволил защищать тебя на этот раз, ладно?» «Ну, пожалуйста, можно». Спустя довольно долгое время Хуачен все-таки поднял голову с груди принца, положил руки ему на плечи и, глядя в глаза, сказал: «Ваше Высочество, подожди меня». Селянь ответил: «Хорошо, я тебя подожду». Хуачен искренне пообещал: «Дай мне немного времени, я скоро вернусь». Селянь улыбнулся. Не стоит торопиться, всему свое время. На следующий день они добрались до небольшого поселка. Селянь, держа Хуачена за руку, не торопясь шел по улице, притворяясь, что они болтают ни о чем. «Гора Тунлу вновь открывается», — сказал Селянь. «И все ныне живущие князья демонов подверглись ее влиянию. Выходит, Черновод тоже сейчас не в лучшем состоянии». Хуачен, одной рукой держась за ладонь принца, другую завел за спину. «Да. Но у нас разные ситуации, способ совершенствования также отличается, равно как и способ избавления от влияния. К примеру, как он справляется, возможно, впал в спячку». В голове Селяня вдруг проплыли крупно начертанные слова: «Проголодался, поел, заснул». В бытность человеком Черноводу приходилось сидеть в темнице, где кормили раз в 3 дня. Боюсь, в таких условиях съешь любые помои. Голодом он испортил желудок, иногда ест, словно в желудке бездонная дыра, иногда воротит нос от пищи. Селянь кое-что припомнил. Неудивительно, что он с таким усердием поглощал съестное. На самом деле Хэсюань в подобной ситуации вполне мог бы пожирать лишь голодных призраков, поскольку имел к этому предрасположенность, и демоны, умершие от голода, как раз соответствовали его аппетитам. Но среди 5 сотен известных темных созданий, что поглотил черный демон черных вод, подавляющее большинство составляли именно водные гули. Должно быть, Хэсюань запомнил лицо Шиуду и действовал так, чтобы получить возможность противостоять техникам водной магии. А поглотив слишком много, он на некоторое время погружался в сон, чтобы все переварить. Хуачен ответил: «Именно. К слову, Цзэжун в таких количествах пожирает людей, стараясь походить именно на него». Селянь секунду безмолвствовал, ему подумалось: но разве поедание людей может сравниться с поеданием демонов? Затем принц сказал: «В таком случае, лес подвешенных — это попытка походить на тебя, ты все верно истолковал». Ему тоже хочется устроить себе кровавый дождь, но поскольку он не знает, как я это делаю, выбирает простой и грубый способ — подвесить над головой мертвецов. На сегодняшний день Селянь уже целиком и полностью осознал, почему при упоминании Цзэжуна где угодно реакция столь неоднозначна. К созданию внешнего образа приложены немалые старания, но вкусы по наклонной чертавле по-прежнему остались на низком уровне. Принц со вздохом подумал: Цзэжун забрал Гуцзы, и неизвестно, сожрет мальчонку или где-нибудь бросит. Повелитель ветров, неизвестно, увел ли его Черновод с собой. Надеюсь, и это лучший исход, что оба они невредимы. Затем добавил вслух: «А что с твоим призрачным городом? Что, если кто-то захочет натворить там беспорядков?» Перед отбытием я запечатал призрачный город, затем оставил несколько ложных следов о своем местоположении. Даже если кто-то и решит устроить беспорядки, меня там не найдет и им большого вреда не причинит.
Но сейчас наверняка немало глаз следят за призрачным городом. Хуачен не мог вернуться в свои владения, Селянь не мог забрать его в чертоги верхних небес, и если кто-то из чиновников его узнает, беды не миновать. Поэтому им пока придется бесцельно скитаться среди людей в мире смертных. Селянь слегка нахмурил брови. Ты распространил ложные известия, однако Лин Вэнь выдала настоящее. И вот что я не могу понять, как она раскрыла тебя в образе Лан Ина, а я не могу понять кое-что другое. Что тот вонючий заклинатель, всевидящий глаз, можно считать, владеет кое-какими умениями. Мне приходилось пару раз играться с ним. Селянь подхватил, это действительно так. Он обладает истинным талантом. Ага. В таком случае, почему он сказал, что на твоих губах, ГГ, сконцентрирована демоническая ци? Рука Селяня моментально сжалась, затем он вспомнил, что держит в ней ладошку Хуачена, и сразу же ослабил пальцы. Хуачен же мрачным тоном произнес: «ГГ, не вздумай дурачить меня такими же отговорками, что и то сборище болванов. Скажи, в конце концов, что я сделал с тобой той ночью». Селянь подумал: пожалуй, это не ты со мной что-то сделал, а я с тобой сделал что-то, как вдруг взгляд принца сверкнул. «Постой, Сань Лан, посмотри вон туда». Хуачен, ГГ, Селянь тем временем завел его в сверкающую роскошью огромную лавку. Хозяин за стойкой смерил взглядом оригинальную парочку из взрослого в монашеском одеянии и ребенка в мирском и спросил: «Уважаемый Дачжан, что вам угодно?» Селянь поднял Хуачена на руки и с улыбкой ответил: «Не мне. Ему». Хуачен на его руках наклонил голову на бок. Спустя полчаса Хуачен вышел из внутренней комнаты лавки. Одежда, которую носил Лан Ин, уже не подходила Хуачену по размеру, и Селянь решил выбрать что-нибудь новое специально для него. Когда мальчик появился перед ним, глаза принца просияли. Какой прекрасный маленький господин с белоснежным личиком, одеяние красное, словно кленовый лист или всполох пламени, пара сапожек из кожи молодого оленя с серебряными цепочками, образ изящный и благородный. Мальчик распустил черные волосы, и Селянь, не в силах удержаться, заплел слева еще одну тонкую косицу, точно такую, которая ранее обрамляла лицо лишь с правой стороны. Теперь, с парными косицами, облик получился чуть более игривым. Но самое коварное — это невозмутимое выражение его лица и блестящие глаза, глядящие искоса, которые совершенно не могут принадлежать ребенку. От подобного контраста просто невозможно отвести взгляд. Девушки, прогуливающиеся по лавке, застыли от удивления, обошли мальчика кругом и, невольно прижимая руки к груди, заахали и заохали. Хуачен неторопливой походкой приблизился к Селяню. Принц легко хлопнул в ладоши и заключил: так и знал, что Сань Лану более всего подходит красный цвет. Хуачен, в безысходности подергивая тонкую косицу слева, ответил: главное, что ГГ это приносит радость. Селянь наклонился и взял его на руки, затем с улыбкой направился к стойке хозяина, чтобы расплатиться. Одеяние Хуачена вышло недешевым, а Селянь обыкновенно не имел при себе лишних денег и, конечно же, сам не зашел бы в подобную лавку. Но все же у принца имелись небольшие накопления на починку монастыря. Теперь чинить было нечего, а об остальном Селянь задумываться не хотел, поэтому решил для начала купить Хуачену одежду, а там уж будет видно. Но покуда он медленно отсчитывал одну за другой медные монетки и мелкие кусочки серебра, Хуачен потянулся вперед и с громким стуком положил на стол перед хозяином тонкую пластинку листового золота. «Хуачен, сдачу искать не нужно. ГГ, идем». Он потянул Селяня за край одежды и направился к выходу, заведя руки за спину. Селянь заулыбался, но не успел сделать и пары шагов, как вдруг Хуачен точно так же шагнул назад, столкнувшись с принцем. Селянь, держа его за плечи, спросил, что случилось. Затем поднял взгляд и кое-кого увидел на улице среди потока людей, отчего сердце Селяня тут же подскочило. Весьма кстати хозяин спросил: «Господа желают купить что-нибудь еще?» Селянь вскинул руку. «Желают. Если вас не затруднит, подайте мне вон тот наряд».